Продолжаем тестить завтраки. Сегодня у меня завтрак с лососем. Андрюш, покажи. У тебя завтрак попроще. У меня вот это. Можешь меню показать? Покажи, у тебя какой завтрак? Вот здесь вот это. За 4,50. У меня подороже 5,50, потому что у меня лосось. А есть еще супер такой подороже завтрак. Это English breakfast. Но, наверное, придем как-нибудь именно за English breakfast, да? Надо попробовать, посмотреть, что в порции. Приятного нам аппетита. Ну что, вот мы встали возле заправки Коллаба Петрол. Естественно, очередь. Все люди идут с авоськами, потому что магазы все закрыты. Мы тоже сейчас будем затариваться на заправке. А что делать? Вот большой гипермаркет Франк, но он закрыт. Можно попробовать, если ты хочешь, на банкомате. Деньги снять, да? Не знаю, может 50 евро. Давай снимем, посмотрим комиссию. Полноценный магазин, не хуже, чем супермаркет, но людей полно. Мы сегодня зашли в аптеку, купили дорогущие какие-то средства. Вот куда надо было заходить. Ребят, заходите на заправки. Вот это вот Коллаба заправка, тут есть все и цены очень крутые. Ну, серьезно, как бы. Никакие аптеки, ничего. Вот Коллаба заправка в 2-3 раза меньше, чем то, что мы купили в официальной аптеке. Человек стоит, теперь у него глаза разбегаются. Ему все теперь надо. Раньше было ничего не надо. Ну, давай, чего. Пойду возьму За корзинкой. Ну, конечно, начинается. Вот, ребят, шопинг начался. Смотрите, полонита какая-то. У нас такой нет марки. Тут это гель для Вот душа. мне нужен такой вот фруктис. Это гель для душа? Шампунь это. Гель сейчас мы тебе возьмем. Я просто геля что-то не вижу. Это что? Там прям гель Вот должно гель быть. здесь. Ну, бери гель. Такой или такой? Фиолетовый цвет мне просто нравится. Не знаю, что у нас сейчас, мне просто цвет нравится фиолетовый, бери фиолетовый. И вот жилет сверху, там какие-то, может, пенки есть. Вот, то, что ты хотел, для бритья бери. И бумажка туалетная. Дальше. Нет, вот это точно туалетная бумага. Тойлет ролл. Ну, туалетный ролл. Ну, а что? Ну, мы заберем Будву с собой. Что ты каешься? Это или вот это? Или это что? А что же туалетный? Ну, это перфюм с каким-то ароматом, а это за рубль 65 без аромата обычно. Давай обычно за рубль 65. Вот это? Ну. Что хочешь? Большой магазин. Я думаю, может быть, вино взять на вечер какое-нибудь. Ой, господи. Ну, это я все не ем, но так просто для вас обзорчик быстренький. Да, ничего. Очень оживленно, двигаемся дальше. Ну что, хочешь такую сиську взять? Ладно, я пойду посмотрю, там стоит. Ну давай. Да. Я пойду вино посмотрю. Нашли рекомендации по пляжу, который называется Майами. И доехали до Майами. И меня что поразило больше всего, что здесь дорога, которая ведет до Майами-Бич, она очень классная, хорошая, шикарная. Здесь, в принципе, все дороги ровные. Но это прям, не знаю, новое, не новое. Там столько много красивых апарт-отелей, новых зданий, жилых комплексов. Очень много красивых зданий, современных таких прям, ну, вообще суперских. Я такая, блин, я хочу здесь жить.
все. Высаживаю меня, остаюсь здесь жить. Короче, там реально очень красивая дорога до Майами-Бич. И здесь, кстати говоря, бесплатный паркинг. Он огромный. И мы здесь встали просто куча места. Вот, так что сейчас поползем тихоньку в сторону пляжа. Буду показывать, рассказывать, посмотрим, что там и как. Как обычно, короче, Андрей пошел переодевать трусы на плавке. И ко мне подошли с вопросом об оплате лежака. Причем, когда мы заходили, нам сказали, попозже подойдете, оплатите. Ну, естественно, когда он пошел переодеваться, в этот момент к нам подходит человек со своим препаратом и говорит, типа, давайте оплачивайте. А у меня мелочевка, которую мы так бережно бережем, 5-10 евро. Редкая нынче валюта. И нам удобно, как бы ею обычно там в кафешках расплачиваемся за завтраки. Ну, то есть мелочь должна такая быть в кармане. Вот. А у Андрея с собой были крупные и карточка. Ну и, естественно, здесь проблема везде с карточкой. Я это уже поняла, поэтому говорю, естественно, меня это безумно бесит. То есть в основном просят платить наличными. Вот. Он ко мне подходит с каким-то девайсом, и я говорю, муж отошел, можете через 5 минут вернуться, у него карточка. На что мне этот мужчина говорит, что типа у нас не принимаются карты, только кэш, only кэш, да, только наличка. Приехали. Окей, а у меня вот, да, там последняя 30-ка по десятке. Я говорю, ну вы можете подождать, он сейчас подойдет, и как бы мы заплатим наличкой, да, ну да. Хотя бы сдача будет. Он говорит, нет, типа мне некогда ждать. Я отдала эти 30 евро. Он какую-то бумажку выписал, приклеил на скотч к выбранной нами кровати пляжной. И начал отходить. И здесь, конечно же, появляется Андрей. Я говорю, круто, конечно. Ты вот всегда вот удачно очень отходишь, что в ресторанах, типа, я отошел в туалет. И ко мне начинают подходить и предъявлять какие-то там претензии. Там, да, я рассказывала в предыдущем ролике про заведение, которое дошло, когда мы уже расплатились, он пошел в туалет и высказал мне типа что больше 2 часов в винные дни здесь за этим столиком сидеть нельзя. Что в других ресторанах тоже, он говорит, я типа пойду отойду. Ну, когда мы уже поели, отходит, приносит счет. Именно когда он отходит, я не понимаю, как бы, почему. Почему все думают, что в нашей семье, типа, из серии тот, кто оплачивает банкет, это я. Я не понимаю, у кого-нибудь бывает, господи, это челка какая-то песня, у кого-нибудь бывают такие же ситуации, что вот только может случается, и к вам уже бегут с какими-то вопросами, претензиями и так далее и тому подобное. Вот это меня просто вымораживает. Я не могу, меня это просто бесит. Вот. И еще бесит то, что нельзя здесь расплачиваться везде карточкой. Уже настолько мы, наверное, избалованы и привыкшие. Ну, нет никаких проблем. Ни в России, ни в Армении расплатиться карточкой. В России так вообще можно, вон в Сочи я отдыхала, по QR-коду, можно переводом на карту. Ну, всегда найдется какой-то варик. Здесь нет, только наличка, только наличка. Я не знаю, сколько нужно, ребят, везти сюда с собой наличку, чтобы вот везде расплачиваться наличкой. Но это какой-то для меня реально бред. Вот как это хозяйство все выглядит. Вот этот талончик.
Вот мой прекрасный мужчина, который в самый классный момент уходит в разные места. Такая вот кровать с такими странными шторами. Самые классные кровати это вот такие с бамбуковыми навесами. Вот. Или вот такие качельки. Тоже классные. Они тоже стоят 30 евро. Но надо пораньше приезжать, чтобы их занимать. А кто поздно приехал, тот вот в такой красоте. Кто-то оставил картонку на парковке прямо под нашим авто. Андрей не растерялся, говорит, я буду на этой картонке переобуваться, очень удобно, как в 90-е. Говорю, окей, переобувайся. Вот он, Майами-Бич. Вот такая здесь огромная бесплатная парковка, но она большая, это вот просто кусочек ее, а так она здесь огромная. Там продаются сланцы, все принадлежности для морского отдыха, полотенца. Мы купили сегодня, можно сказать, 1,5 полотенца, потому что одно полотенце реально большое, здоровое, то есть оно длинное и широкое, 10 евро, второе с картой Монтенегро. И вот это, которое за 10 евро, большое широкое, оно обычное, в полосочку. И с карты Монтенегро оно стоило 7 евро, подешевле. Но оно пипец короткое оказалось. В общем, Андрей пожертвовал своими пятками. Говорит, ладно, пусть они будут на матрасе, говорит, бери себе длинную полоску. Вот это настоящие мужские поступки. Вот то, что я ценю в мужчинах. Не слова бла-бла-бла-бла, а вот именно поступки. Лескавица, мне Андрей сказал, это называется. Необычный такой, для меня это бургер, но на самом деле это не бургер. Мясо вкусное, и тут внутри еще начинка. Такой сыр плавленый, ветчина. Прикольно. Я себе половинку отрезала, половинку Андрею, естественно, дам, потому что я сама все не съем. Лучок и картошечка фри. У Андрея какой-то салат Майами, он решил Майами с говядиной. взять Майами, потому что пляж называется Майами. Вот уже нам счет принесли, можете посмотреть. Мой бургер стоил почему-то 6. Это просто он переделал. Он переделал все. 23 получается у нас счет. 4 это пиво, вода 2, бургер 6. Все-таки бургер 6. Странно. Такая жара, просто невыносимая. Мне кажется, сегодня было плюс 40. Мы выезжаем с пляжа. Что я хочу сказать про пляж Майами-Бич? Просто два слова. Пляж хороший, пляж чистый, аккуратный. Пиво в холодильнике стоит 3,50, 350 в банке. Разливное внутри пляжного бара 4. Это получается 400 рублей, 4 евро. Мы брали разливное пиво, там дают стаканчик пластиковый, там делают коктейли, шампанские, все, что хотите. Ну, в общем, инфраструктура хорошая, мне все понравилось. Теперь еще пару слов про море. Море очень чистое, классное. Я ходила купаться 2 раза и каждый раз, наверное, по полчаса плавала, потому что не хотелось вылезать. Но там мелкое дно. А какой сегодня день?
Какое Финал. сегодня событие? Финал Испания-Англия в Берлине. Финал чемпионата Европы по футболу. Вот мы пришли в ресторанчик посмотреть этот финал. Конечно же, с пивком, разливной Туборг. Здесь практически везде Туборг и Карлсберг. Они конкурируют. Это один холдинг, который конкурирует с пивом Ник Шичко. Ник Шичко. Шичко. Ник Шичко. Не Ник кухня, а Ник Шичко. Так. Мы, конечно, за Испанию. Но здесь рядом бар Биг Бен. Там все, конечно, за Англию. Даже страшно мимо него проходить. Да. Поэтому мы посидим лучше здесь, аккуратненько, в итальянском ресторанчике, где все за испанцев. Посмотрим футбол в более дружественной компании. Итог второго дня. Я уставшая, сгоревшая, покрасневшая. Что же будет завтра? Завтра мы же хотели на пляж, но, видимо, никакого пляжа не будет, потому что я уже чувствую, что я сгорела за один день. Вот у меня шея какая красная, бордовая. В общем, все это лирика. Я хотела выйти с полезной информацией. Что я хотела сказать? Ребят, если вы приезжаете в Черногорию, обязательно берите наличку. Обязательно берите наличку. Мы столкнулись с такой проблемой, что мы особо не пользователи налички, мы все по картам, да, через приложение, через QR-коды, ну как-то так это. Привыкли мы все делать в электронном формате и в России, и в Армении. Да даже, я вам скажу, в Барселоне вот я жила год назад, и там тоже все было через банковские карты, переводы, приветствовались карточки. И наличкой, ну как-то так, никто не любит наличку. А здесь нужна наличка. И так как у нас налички с собой особо не было, сейчас пошли в банкомат смотреть, сколько стоит снять наличку с карточки. Ну, у меня карточка в евро. Неважно, мне кажется, виза или MasterCard. В общем, комиссия 5 евро. Причем неважно, вбиваешь ты сумму 100 евро или 200 евро или 300 евро. Комиссия 5 евро. То есть не надо снимать 100 евро и каждый раз платить по 5 евро. Если вы понимаете, что вам нужно на какой-то период, там, условно, 300 евро, лучше один раз снять 300 евро, заплатить эту комиссию 5 евро, условно, это 2 пива. Ну, и как бы, потому что мы были не в курсе, что здесь такая ситуация, поэтому я об этом говорю. Вот. Имейте всегда с собой наличку и не принимайте все наличку. Вкусно отужинав, а в Черногории по-другому в 90% случаев не бывает, мы пошли гулять по вечернему городу. После 7 вечера главные дороги в центре перекрывают, и набережная превращается в большой, да нет, я бы даже сказала, в огромный открытый ночной клуб с множеством заведений, со своим светошоу, дискотеками, барами и аттракционами. В какой-то момент я даже порадовалась тому, что мы живем где-то высоко в крепости, но это был единственный момент, вдали от шума и гамма. А жить на набережной больше, конечно, подходит молодым активным тусовщикам, любителям подвигаться под техно и провести вечер с коктейлями, знакомясь с новыми людьми.